Это площадь Святого Марка. Здесь на скрипке играли. Да, Сейчас не играют. сейчас не играют. Эту елочку я уже видел. И время, знаете сколько? 22 часа. Какие 12 часов гуляем? 12 часов мы гуляем по Макао. Максимальная длина видеоролика на YouTube 12 часов. Поэтому все, что будет дальше, идет уже следующим видеороликом. В сегодняшней нашей прогулке просто нечего ускорять для того, чтобы уложиться в эти 12... Можно ускорить поезд. Нет, Лент. Лучше мы один этот кусочек отрежем, и он пойдет сразу следом. А на других платформах, ВК и Рутюб, по 2 часа все нарезано. Площадь Святого Марка. Я уже говорил, что мы были в Венеции. На самом деле хвастаться нечем особенно, потому что мы были там в Евротуре. Не в том, как в фильме. Классный фильм, надо детям показать. Там, конечно, немножко есть взрослых элементов, но мы с Максом вообще собрались смотреть «Не грози Южному Централу». И гуляли по площади Сан-Марко. Больше меня всего поразило, там есть колонны, которые по цвету сильно отличаются. Нам сказали, что между этими колоннами людей казнили. Но здесь этого здания нет, конечно же. Ну, а часики вот эти красивые, вот эти красивые часики показывают уже 5 минут. Что-то они у них, даже 6. Что-то они у них спешат. Это была 12-часовая прогулка по Макао. Мы продолжаем. И второй каньон налит. Максик, до скольки? Макс, метро до 11? 4 часа. Там написано 14 часов 10 минут. Не, 10, не знаю, Макс, не грузи. Я вижу, что стрелочка на 10, это пошла, да? Здесь не 12 цифр. Тут что-то не так. Да, Макс прав. Тут Зодиак. это знаки зодиака показывает, а не время. Максик, я к чему? Во сколько метро последнее? Последняя в 11:15. У нас время 10 часов, и нам срочно нужно бежать. Давайте мы покажем венецианский канал. Он уже не работает, либо желающих нет. В смысле, сегодня не работает. Видите, вон даже уже все закрыто. Покупаете билетик, не помню, сколько стоит. Можно в интернете посмотреть, садитесь на лодочки. И на этих гондолах гондольер вас катает вот по такому виду. Мы вам уже все здесь прошлись, показали. Внимание ни на что ваше не акцентрировали почти, кроме неба. Ну, вот такая вот площадь Сан-Марко. Ну, хотя бы Сан-Марко-то, я Святого Марка, правильно? Да. Здесь Марк, а там Павел. Ох, и спуск где-то прям вот здесь. И мы идем в сторону метро. И, наверное, заглянем все-таки в Galaxy, все равно по пути. Подожди, как этот кусок будет? Это во время премьеры. Премьера закончится, и все такие, а что за грусть? А потом сразу следующая запустится премьера, да. Да это может сразу 2 премьеры сделать. Нет, одну это... 22. Ну, так и сделаю, и пересылка с одной на вторую. Так это и делается, да. Я не зря туда смотрю. Сейчас мы, спускаясь на этом эскалаторе, сможем увидеть и горную зону. Я поэтому сразу зуману вот так вот 4х и будем подглядывать. Да, с одной премьеры на другую перескочила. Такое бывает. Ну, кстати, сразу после этого половина отсеивается. Видите, какая красота там? Много-много столов, все такое золотое, прям чувствуются деньги. Мы там в курилку заходили, в туалет, прикольно внутри. Но вот этих вот одноруких бандитов уже нет. Вот это наша любимая зона, особенно когда наступаешь вот на этот мягкий ковролин. Но это не самый мягкий, там еще мягче есть, сейчас вам тоже покажу. Время есть 5 минут.
Тут-тут-тут-тут-тут-тут-ду. Это я его перекрикиваю, чтобы во время монтажа не замучивать музыку и не заниматься всякой фигней. Тут-тут-ту-ду-ду-ду. Тут-тут-тут-тут-ду-ду. Хватит уже музыку тут включать. Одни и те же бренды, duty-free американский, бренды абсолютно во всех этих казиношных шоповских молах. Популярных брендов не так много. Вот они повторятся. Вот, да, конечно, Диоры всякие, они везде. Вот там находится... Вот мы сейчас направляемся в зону конференц-залов. А нет, тут такой же ковролин. Но он мягкий, приятный. Зато посмотрите на вот эту роскошь на потолке. И музыка сразу какая-то оперная заиграла, такая возвышенная. А еще здесь резко изменился воздух. Намного-намного холоднее, во-первых. Во-вторых, абсолютно нет эха. Но вот этот вот ковролин все поглощает. И... Чушь, как круто. Там елки и сразу ресепшн очередного отеля. Да, там слева есть туалет, поэтому я знаю, что здесь. Ну, а вот это конференц-залы, какие-то залы для выступлений. То есть, если приезжает какая-нибудь крупная компания, NBA выступает, здесь можно устраивать всякие конференции, презентации Apple Watch и другого. Не буду навязывать наше мнение, но венецианец, на мой взгляд, самый прикольный, да? Да, поэтому мы сюда в последнюю очередь и пришли. Нет, мы еще зайдем в Galaxy. Ну, да. Ну, Galaxy это так, напоследок. Надо было первым не выйти. Обычно так я и делаю, когда провожу именно экскурсию. Но сегодня-то у нас экскурсия для зрителей, и мы пришли сюда не для того, чтобы посмотреть вот это вот все, а пройти весь Макао, кайфануть от Макао. Консьерж. Ну и признаюсь честно, это самое позднее время, когда я бывал в Венецианце. Если заходить днем, вот здесь не протолкнуться. Очереди начинаются от входа. На эти эскалаторы очереди стоят. Макс, не падай. И вот здесь вот шаттл-басы, которые в халявные отвозят на переход. Все забито. И очередь ждать минут 40. Мы ничего ждать не будем. А, это громкоговоритель, я хотел сказать. Что тут уже поет? Это тебе не нужно перекликать? Надо, поэтому сейчас... Макс, спой, не стесняйся, на всякий случай. Не знаю, что-то спеть. Оперу кантонскую. Оперу кантонскую. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Слушай, помнишь, ты рэп какой-то в детстве пел? Да? 4 года назад. Давай, зажигай. Я могу школьную песню. Давай, подожди, я сейчас вот это вот покажу. Вот мы идем вот туда, в Galaxy, и там садимся на поезд. Запивай. Сейчас, секунду. Ты пока вспоминаешь, я буду все-таки вдруг защищена, буду вам всякую фигню нести. Мало того, что здесь все автобусами забито, люди толпами сюда идут. Здесь даже на такси огромная очередь. Мы с Михаилом отсюда уезжали до перехода в Китай. Минут, наверное... Не, мы быстро, очередь рассосалась, когда мы именно ехали. Ну, минут 10, наверное, постояли. А когда подходили, именно очередина была, минут на 30. Ну что, вспомнил? Ну да, ну давай что-нибудь другое. Запивай. Never gonna give you up, never gonna let you down. Нам туда? Ну, все, уже не надо петь. Все, так, я надеялся, ты уже что-нибудь... кстати, это тоже может быть. Если ты очень хорошо споешь, она тоже может быть защищена авторским правом. Вот так, ну да. Вон, Ну, я опять не поет. очень хорошо спою. Так что давай следующую. Все уже не поет. Опять поет. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna let you cry. Подожди, нет. Never gonna let you cry, never gonna say goodbye, never gonna turn around and... Что там у нас? And
Что-то leave you. Хорошо петь по-английски, когда ты знаешь английский, и ты именно поешь слова, которые знаешь. Многие раньше, особенно на советской эстраде, пели просто зазубривая звуки. И когда мы Майе впервые включили American Boy, American Joy, Майя такая: мама, а что они поют? Это на каком? Лена улыбнулась и говорит: это на нашем рязанском. Поезд поехал. Где-то вот там есть станция. Медленнее, пожалуйста. Медленнее, а тут прям летит. Вообще на завороте. Ну, нам надо прям поторопиться, потому что если мы не уедем, я очень сильно расстроюсь. Но мы уедем. Я верю в нас. Максик, зацени. О, супер. 50 тысяч шагов. Нам еще в Офигеть. богатый район идти. Нам еще в богатый район идти. Макс, и дай-ка я попью, у меня снова пересохло горло. О, я тогда достань заодно пакет с шоколадками. Хорошо. Пакет с шоколадками. Держи пакет с какими шоколадками? Шоколадки. С одной шоколадкой и там пару конфет, видимо, А выпало. давай ты шоколадку пока съешь. Да, давай. Я сейчас Слушай, буду а убирать. пакетик? Ну ладно, потом уберешь. Я сейчас, подожди, Воду он попью, не все равно убирает, буду Я убирать. после шоколадки тоже буду. Точно не хочешь сделать укус? Точно. Я сегодня обойдусь совсем без еды. Только питьем. Давай я пойду. Попей. Глотни глоточек. Не это, попей, мальчик, не стыдись. Пойдем. Ой, хорошо. Макс, ну слушай, ты реально готов к остальным прохождениям? Будешь со мной проходить Китай? Не летом. Не летом. Летом я тоже больше не буду проходить. Зимой. Ну смотри, у нас по планам прохожу Шэньчжэнь 100 километров. Сразу босса, да, мне? Да. Я понял. Я 5 лет к этому иду, тренируюсь. Макс, ну у тебя организм молодой, сильный, выносливый. Половинку-то. Ну, в общем, посмотрим. Ну смотри, с этого прохождения у меня устали только ступни. Они у меня болят уже пару часов. Но каждый раз, когда мы буквально Останавливаемся на секунду. на секунд 30, Да. у меня не перестают болеть на полчаса где-то. Перестают болеть. А я думал, как у меня. Извини, я тебя тогда неправильно предугадал. Если я останавливаюсь на секунду, я не могу сдвинуться, потому что у меня между ног сильно натерто. Когда я иду, боль как бы притупляется. Но, видимо, сильная боль, и мозг на постоянную сильную боль не реагирует. Стоит мне остановиться, и боль немножко приутихнет. Как только начинаешь шевелить ногами, все, капец. Аж прям так, сейчас, извините за подробности, обоссусь. Потом снова нормально, когда иду. Так что у меня главная проблема именно между ног, натертости из-за жирных лях. Ну, сейчас мы на метро проедемся, и я хоть еще 15 километров пройти смогу. Нам Ну, не если 15, мне- нам около 3 надо Ну, будет. понятно. Ну, просто если мне делать буквально маленький перерывчик и каждые там часа 2-3, то тогда я очень долго там могу ходить. Ну, круто. Пить будешь? Да. На. Молодец. Че ты? Так, подожди, уберу. Тебе достать еще конфетки? Да. На дне там поковыряйся что-нибудь. Поковыряйся. Белка сегодня, конечно, я съел. Ну, Мало. много. Вообще не съел. Сникерс, арахис тоже. Вот, держи. Я оба съел. Я попасть не могу. Подожди, не уходи, я бутылочку выкину. Что это у нас? Я не знаю, что это. Давай зрителям. Орешка. Давай зрителям покажем. Это нам с Нового года подарочки. Да, дай. Орешка еще один дал. Дети заработали подарки, дав конфетка и орешка конфетка. Там еще были рошены, но это очень политизировано. Мы решили рошен не брать с Я собой. решил решение не брать, потому что он не шоколад. Что, подделка? Почему там просто желе в основном. И вот мы подходим к Galaxy.
Макс, как ты думаешь, я сильно верил в тебя и себя сегодня? Я в себя сильно не верил. Вот честно, я вчера такой, ну, если мне будет плохо, потерплю. Ну, а получилось не так уж и плохо, в принципе. Сейчас время 10 часов, у меня есть еще будильник на 12. Теперь ты понимаешь, насколько я... Макс, мы не туда пошли. Насколько я в нас верил. Та-да-та-та-та-та-та, та-ра-та-та-та-та-та. Красный нам горит, стоим. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, ну смотри, с той стороны ничего не едет. Давай перейдем. Ай-яй-яй. Вообще на. А здесь мы будем стоять, потому что, видите, тут светофора нет, не регулируем. Так, тут регулируемый пешеходный переход, а тут нерегулируемый пешеходный переход. Пошли. Все, зеленый. Видишь, а так бы мы тут стояли, ждали его. А тут снова нерегулируемый пешеходный переход. Здесь надо налево посмотреть. Тут же неправильная сторона движения. Вот здесь, в Galaxy, какие отели? JW Marriott, Ritz-Carlton, вот Капелла, не знаю, что такое, и Raffles какой-то, тоже не знаю. Вот там один вход, но мы пойдем не в него, а вот в тот, где East Square написано. А, хотя можно же здесь перебежать, Макс. Пойдем. Ух, как все горит, мигает, переливается. А здесь, папа, где-то в Galaxy есть вот такая картина из шариков пинг-понга. Погоди, какая? Не Ну, вижу. там сверху было показано. Ага, я не увидел там. Сейчас, ну да, где-то здесь сейчас. Ну, пойдем. Если картина из шариков пинг-понга. Стоит, поэтому если мы ее тогда не увидели. Значит, где-нибудь на втором этаже, а мы туда сейчас не будем подниматься. Ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля. А почему я сказал, что мы вот туда не будем подниматься, заходить, а пойдем вот через этот? Здесь есть входы в отель, куда подъезжают такси, ну, автомобили. А есть вот такие входы на Pedestrian Street. Для того, чтобы прогуляться по... Как они называются-то? По шоп-молу. Шикардос. Тоже пусто. Вообще. Та-да-да-да-да-да-да. Та-да. Та-да-да. Та-да-да-да-да-да. Давай нашу споем. 90-вийською. Тим-тим. Та-да-да-да-тим. Та-да. Та-да-да-да-тим. Тим-тим. Та-да-да-да-да-да. Та-да-да-да-тим. Пинг-понг картина. Почему мы ее раньше не видели? Потому что мы там внутри ходили. Подожди, это что, игорная зона? А нет. Нет, она чуть дальше. Да. Поздоровался, hello, sir. У него, знаешь, какой акцент? Индийский. Это фудкорт. Ну, какой бургер. Бургермания. Так, надо покрывать. Нам надо налево. Что надо тебе? Да тут же музыка играет. А, надо перекрывать, да, надо постоянно говорить или постоянно что-то петь. И вот
Мы близки к красоте, ради которой сюда пришли. Это бургер из Макдональдс. Я вот иногда говорю и слышу Максимкины ноты, а потом понимаю, что нет, это не его ноты, это наоборот, у него мои ноты. Бургер из Макдональдс. Самый красивый бургер в Galaxy. В этом Galaxy. Только сегодня. И только для нас. Где этот холл? Где он? Мы на... Там казино, ладно, пойдем туда, я надеюсь, увидим. Но если мы не увидим той красивой фонтанины, ну ладно, значит не судьба. Обратите внимание, уже закрылись все магазины. Не в смысле еще не открылись или закрылись, потому что разорились. Потому что время 22 часа 22 минуты. 24 на 7 работает обычно? Или как? Казино, скорее всего, 24. А вот эти все магазины ночью не работают. Видишь же, все закрыто. И последние вон уже расходятся. Да. Ну да, так поздно мы еще здесь не были. Да. Вот, North Face помню, елку помню. Макс, слушай, мы туда не пойдем. Извините, мы вам не покажем самый крутой фонтан в Galaxy. Потому что нам вот сюда выходить, он был дальше. Только один фонтан, ему да. самым крутым не трудно. Поэтому сильно ничего не теряйте. А самый крутой фонтан в Galaxy мы вам не покажем, потому что далеко назад возвращаться мы зашли немножко, сократив путь. Я думал, он сюда чуть-чуть ближе. Нет, ошибся, ну, бывает. Есть повод приехать, заглянуть в Galaxy и увидеть самый крутой фонтан в Galaxy. Он, поезд приехал. Да. Мы зашли вот здесь вот сюда. Ребята заглянули, им интересные были спортивные куртки. Я на North Face полюбовался. И потом пошли налево, откуда мы только что вышли. Мы ее не увидели, потому что мы туда не заглядывали. Это боковой вход, видишь? А казино, вы же видели это казино? Оно не просто вот так вот ровно идет, оно ровно с огромной загигулиной. И вот именно то, что я хотел показать, там в загигулине оказывается. Так, это точно покрывает, на это популярная песня. Ну, я надеюсь, что мы криками перекрыли. Мы же постоянно болтали. Да. Одна из причин, почему еще мы постоянно говорим, даже если это прям фон, шум, ничего интересного, потому что нам надо перекрикивать фоновые шумы, чтобы я потом не встрял из-за музыки. Если вы думаете, ну, что там удалить, иногда претензия прилетает через неделю. У меня такой прикол был на ролике, по-моему, прохожу Китай 1-2, что ли, там через неделю прилетела претензия. А прохожу, например, Гонконг, меня не просто лишили монетизации, он получил предупреждение за сквернословие. Я там сказал «идоры». Но там я сказал прям громко, четко, и эти дары распознались как неправильное слово, запрещенное. И меня за это нахлобучили. Тоже не сразу. После премьеры. Сразу только премьера закончилась. Во время премьеры не показывается реклама. Ну или показывается с минимумом. И не идут деньги. То есть только за обычный просмотр там побольше капает. И вот они вот так вот. На стримах, прям внутри стрима нет. Там сейчас появилась какая-то новая функция. Можно нажать паузу, и там будет показываться реклама. Сейчас рекламная пауза. Да, что-то такое. Но я, честно говоря, с той функцией еще не разобрался. Но у нас это же не стрим. Я надеюсь, зрители, вы же понимаете, что это не стрим. Макс, объясни, чем премьера от прямого эфира отличается. Ну, смотрите, прямой эфир, это происходит в реальном времени. Премьер, это, просто ролик идет в определенное время, и вы не можете его перемотать до самого конца. Да, то есть все зрители одновременно смотрят этот ролик, и никто не знает, чем закончится. Это тот же прямой эфир, только кроме того, что у автора это происходит не в реальном времени, он уже все отрендерил и залил это на YouTube. Почему я не провожу прямые эфиры вот здесь? Ну, например, у меня сегодня кончился трафик, и прямой эфир бы тоже закончился. Вторая причина. Зашли в подземный переход, закончился трафик, прямой эфир закончился. Невозможно такой качественный контент, как сегодня, снять во время стрима. Максик,
Мы едем на английском. А, ты не хочешь на этом 2 штуки? Туда целых 16 Вообще, будет нифига бы мы стоить. не сэкономили, Мы всего не 8 сэкономили, да. Давай, нажимай. Хотим. Надо закинуть нам 16 мопов. Вот есть 20-очка. Сейчас, Макс, опять тебе мелочь насыпется. Так что ладно, даже мы ничего и лишнего не потратили. 4 мопа сдачи и 2 монеточки. Сотрудник подошел, думал, что мы не знаем, как покупать. Они 5 монеточек. 5 монеточек. 4 должно. Вот, смотри, сдача 4 мопа. Ну, смотри, а тебе 5 высыпалось? 5 потак. Подожди, не понял. 5 потак. 5 потак. Плюс 4 потаки. Высыпалось... 9 потак. 9 потак высыпалось. Странно. Не, мы сейчас не будем разбираться. Это нам, я знаю, это вот здесь вот стоит камера где-то. Она знает, что мы в прошлый раз заплатили больше, и это нам вернули. Прикинь, карма существует. Это чудо, рождественско-новогоднее. Держи свои монетки, где ты там их носишь, не знаю. Пойдем. Видите, чудеса случаются. Мы надеемся, что у вас тоже жизнь полна чудесов. Нам надо до Барбары. Барары. Сюда. Но только я не понял, а где эскалатор? Говорит, вот, для инвалидов вот сюда. Макс, нет, Вот, пошли. Сегодня мы инвалиды. Нет, давай я буду отец с маленьким ребенком. Присел, зрители не успели это увидеть. Последний взгляд с Земли на Galaxy. И поехали. Уже последний. Мы сейчас его сможем посмотреть из поезда. Так я сказал, с Земли, а из поезда это будет через стекло, поэтому... Так мы поднялись тоже сюда, мы уже не носили. Что у нас тут? 150 мопов. Какая-то реклама от лекарства? Это нет, это билет куда-то, я не могу понять куда. Может быть, это проездной, 150 мопов, например, безлимитные поездки. Говорит, посадка, вот здесь посадки, говорит, нет, идите туда, вот первый вход. Так мы не туда едем? Нет. Станция называется Пайкок. Так что, если захотите выйти конкретно вот здесь, доедьте с Барары до Панкока. Сейчас я здесь садиться не буду, потому что мне будет... Максик, убери лучше, пожалуйста, в штаны. Я знаю, как ты все роняешь. Не надо. А то потом будем объяснять, что мы не лоси. Я просто здесь мусор от шоколадки, здесь вот давай сюда. шоколадки. Мусор от шоколадки. Что здесь хоть написано? Здесь понятно, что есть чип и антенка. В чип зашивается сколько потак, а не до какой станции. Потому что очень часто в метро, от расстояния же зависит, ехать не... в общем, вы поняли. Здесь зашита сумма. И когда вы выходите, бросаете ее. Если суммы хватает, то все окей. Если нет, то он... наверное, ругается и вызывает полицейского. Ни разу не ездил дальше, чем оплатил, но ездил ближе, с удовольствием принимает, как у нас получилось вот в прошлый раз. Но теперь нам на 4 подтака больше сдачи дало. 5. На 5 подтак. Но нет, выдало... на 5. И поэтому все нам вернулось, мы почти ничего не потеряли. 1 минута до прибытия. Но здесь уже можно не болтать, можно немножко отдохнуть, потому что... Нет, садиться все равно не будем. Потому что музыку перекликивать не нужно. Но я же вам кое-что не показал. Да, перелазить через пути не буду. Смотрите, как выглядит дорога. И сейчас подъедет поезд. Увидите его колеса. Не видно. Не видно. Там, толку, что мы от первого шли. Блин, я не могу вам показать колеса. Это все приехали в казино играть. Ночью. Вот еще раз пути покажу.
бетонные пути. Сбоку вот два тока приемника. И у нас есть возможность посидеть. Вы, наверное, даже слышите, как скрипят мои суставы. Ох! Сколько мы тогда? 9 минут ехали? 22 часа 30 минут. Будем выходить, скажу сколько. Понятно, что вы ничего не видите, здесь очень ярко. Я уже предложил тушить свет, как делают в некоторых автобусах. В Гуанчжоу ездит беспилотный автобус. Мы катались еще с водителем, он был в тестовом экземпляре, в тестовом режиме, возможно, сейчас уже без водителя. И там свет горит во время посадки в автобус и высадки пассажиров. Но когда уже автобус отъезжает, свет приглушается, ну, тушится, для того, чтобы можно было смотреть на улицу, и вот этот вот свет не блокировал виды города. Он именно такой туристический, 2 юаня стоит прокатиться там минут 15, наверное, да? Минут 15 едет автобус беспилотный в Гуанчжоу. Ну, наверное, да. Плюс-минус. По центру от Кантон Тауэра до высотки Алибаба. У тебя Powerbank еще не сел? Нет, еще пока здесь горит, что идет зарядка. Но если что, у тебя есть запасные. Молодец, что спрашиваешь. Но пока мы едем, глянь, пожалуйста, сколько там процентов. Просто я посмотрел 751 минута, и мне так будет вообще... 751 минута, да. Видео непрерывно считает. 10%. Макс, все, выдергивай из него. Давай свой доставай и втыкай. Знаешь, какой черный плоский? Давай покажу. Как... У меня один Powerbank. У тебя там 2 пауэрбанка. Да, вот этот черный плоский. Давай покажу его недостаток. Здесь 10 тысяч мАч, но нет здесь CCC надписи. Вот CCC. В этом есть. Значит, доставай тот. Второй доставай. Ты что, их сам не отличаешь? Нет, другой совсем другой. Я забыл, на каком нет CCC. Вот второй. И на нем нет CCC, на нем есть CCE. CCE не подходит. Для того, чтобы летать с пауэрбэнком можно было по Китаю, должна быть именно CCC, а не CC, не CCE. Это разные сертификаты. Поэтому вот этот мы в самолет не можем брать, а вот этот вот при перелетах по Китаю можем. Отцепляй тот, вот этот подключай. Странно, что у Xiaomi не самый лучший сертификат. Так этот, который ты только что взял, тоже Xiaomi. Да. И CCC это не лучший. Не оставить у тебя? Нет, тот большой можешь себе забрать, если тебе не тяжело таскать. У меня там в сумке мало места. Подожди, я его сначала покажу зрителям. А вот этот, в котором осталось 10% и на котором уже было отснято 752 минуты, ну понятно, еще батарея есть, он 25 тысяч мАч. Есть разница, куда втыкать? Без разницы. Он 25 тысяч мАч, поддерживает быструю зарядку, как сам быстро заряжает, так и быструю зарядку до 100, где? Ой, до 145, по-моему, ватт. Он может заряжать мой ноутбук быстрее, чем ноутбук будет разряжаться. То есть вообще крутой. 140 ватт, вот выходная Type-C. Этот Powerbank реально крутой. Я его никому не рекомендую, потому что я рекомендациями не занимаюсь. Я только говорю круто, не круто. Но уже несколько человек по моей рекомендации купили. Надеюсь, не Там же ничего плюет включать меня. не надо, просто втыкаешь и Нет, всё. ничего не надо. Втыкаешь, зарядка уже пошла. Спасибо. Мы Джаки Клаб, следующая Ocean, а потом наша Били-Били. Или как она там называется? Бара-бара. Бара-бара-бара, бурум-бурум-бурум. Была такая песня, помнишь? Вот этот вот сотрудник, который справа от нас, он, ну, как бы на нас постоянно не смотрит, но поглядывает. Такой интересный, с рацией, там еще что-то у него. Вы видели его за моей спиной, я не стал уж прямо ему в лицо камеры пихать.
Эх, расстроился, что вам не смог показать эту дорогу. Но вы можете сами приехать посмотреть. Мы это используем как одну из достопримечательностей Макао, когда людей водим. Я не знаю, мне прикольно так кататься. Мне тоже. Я так трясёт. Днем очень интересно. Она, ну реально, вся дорога на поверхности, объезжает самые интересные казино, и только в одном месте под морем заезжает на Барабару. Да, это как паром в Гонконге. Нет, паром в Гонконге намного круче. Ну, я не знаю, мне здесь веселее. Больше видно. А паром, он медленный и скучный. И я на нем катался раз 30. Может и больше. Может и больше. Все, мы спустились к земле. Справа уже можно видеть автобусы и автомобили. Здесь дорога параллельно идет. И сейчас и мы поедем под землю, и вот эта дорога тоже спустится под землю. Здесь моста, по-моему, нет. А может, есть? Слушайте, а может, я ошибаюсь? Здесь мост для автомобилей, а мы под землей, под водой. Кстати, мы же не про эти ручки не объясняли. Почему Объясни такие? про ручки. Ну, это типа для инвалидных колясок, да? Ну, Почему это- типа? Это на самом деле для инвалидных колясок, и мы видели, как ими пользуются. Вот там можно приземлиться и сесть. Но когда именно человек-колясочник перемещается, ну, в смысле, прицепиться вон к тем сиденьям, когда он перемещается, вот эти ручки используются, чтобы держаться и выехать. А с нами ехал мужчина на коляске, и он прям заехал, взялся и вот здесь вот стоял. А потом при выходе развернулся и выехал. И вот сейчас мы нырнем под землю. Все-таки мне интересно, автомобили тоже под землю заезжают или по поверхности едут? Тоже под землю. Вот она. Перед нами едет автомобиль. Красные фонари вижу. Да, под землю. Вот он, тоннель, параллельно пошел нам. Только почему-то он односторонний, что ли? А в обратку ни одного автомобиля не едет. Надо думать, через стену. А, Или вон там. в обратку, да, вот они в обратку, молодец. Ну а здесь тоннели уже разделились, и мы еще глубже поехали, а тоннель с автомобилями чуть выше. Здесь он и в ту сторону тоже притормаживал, сейчас снова разгонится. Мы сейчас на самой большой глубине, дорога пошла вверх. Первый раз, когда мы на нем катались, мы даже не заметили, что он не по рельсам ходит, а на колесиках, накачанных воздухом. Вау, на взлет. Классный аттракцион. Еще бы навстречу здесь пронесся, но в этом тоннеле ни разу не пересекались навстречу, чтобы... Потому что поезд доезжает до конца и разворачивается. Ходят примерно каждые 6 минут, и этот же самый поезд, доехав до конца, наверное, едет сразу назад. А это депо у них где-то в другом месте. Ну вот здесь я ни разу не пересекся. Если вы будете кататься и пересечетесь с другим поездом, напишите, пожалуйста, мне прям интересно. Здесь по-другому ощущение, когда в тоннеле два поезда едут, они в разные стороны воздух гонят. И шатанет так сильно. Если вы ездили когда-нибудь в метро, метро обычно для каждого поезда отдельная дырка. Но есть такие тоннели, где поезда прям рядом едут. И проезжающий мимо поезд в метро очень сильно влияет на соседа, едущего в обратную сторону. Я не помню, в каком городе метро такое встретил, где вот именно вот так же они были. Прям как необычно в метро встретить в противоположную сторону идущий поезд. Ну и вы, наверное, заметили, любые тоннели, где ходят поезда, для них прорыто именно два тоннеля, для каждого в свою сторону. Это именно потому, что так правильнее, так безопаснее. Все, мы подъезжаем, сейчас последний поворот. Что он нам несет? Он несет нам выход
из метро и прогулку по элитному району. Но там будет вообще пусто. Мы там будем одни идиоты, потому что хозяева этих домиков давным-давно спят. 22 часа 39 минут. Говорят, следующая Бара-Бара. Пожалуйста, выйдите из этого магазина и покиньте метро. Чух. Вот здесь выходить, там садиться. Сегодня вот именно мы с той стороны садились на поезд, который поехал прямо, потом развернулся и поехал в обратную сторону. То есть он там не разворачивается, он в смысле попой поехал. А нет, слушайте, там стоит, вон поезд я вижу. Значит, он... Пока-пока. До свидания. Прикиньте, он пока-пока сказал. Я очень надеюсь, что он по-русски... Это единственное слово, которое знает. Ну, хотя не только же по-русски говорят пока-пока. Ну, да. Так что, может, он просто всем иностранцам говорят пока-пока. Я думаю, только по-русски. Только по-русски. Напишите, в каких языках еще пока-пока говорят. Кроме славянских. Хотя, может, не только в славянских, а только в русском. Не знаю. Пишите, просветите Учил нас. этому слову, по-моему, своим коллегам. Своих коллег учил этому слову, и они были, незнакомы. Вот там красивые скульптурки. Сейчас мы мимо них пройдем. Опа, вот о чем я говорил. А так, разлепить. Фу. Ну, давай жетончик. Сейчас, да? Секундочку. Интересно, а там можно пройти? Ладно, давай туда выйдем. Если что, потом найдем дорогу, если мы вдруг не в ту сторону пойдем. Вот реклама этого маршрута. Все такие довольные. Вау, поехали, нашопились на этих. Держи. Это твой. Еще раз показываю. Берем, бросаем, выходим. Там автобусная остановка. Нам не надо на автобус, нам надо в лакшери район. Наверное, смешно со стороны на меня смотреть, когда я пытаюсь сгибать только в коленках, а сами ноги не двигать, не раздвигать. Красота. Среди бегущих никого тут нет, кроме нас. Ну что, готов идти дальше? Замечательно. А идти нам куда-то вон туда. Бара-бара-бара. Бери-бери-бери. Надо маме написать, теперь же у нас связь есть, чтобы она знала. Ой, смотри, семья отреагировала на наши фоточки со смотровой. Чудесные виды, шедевр, нет слов, здорово. Здорово. Я думал, нам здоровья желают. Так, а мы тут выйдем? Мы вышли с другой стороны. Нет, Макс, нам не туда надо. Нам надо вот туда, вот по той дороге, вот так вот идти. Но есть ли вот здесь выход для того, чтобы вот эту красоту посмотреть? Ну, смотри, мне кажется, нам туда. Ну, или вон там. Я думаю, вон там есть проход. Пойдем глянем. Наверх я не хочу подниматься, там что-то вроде как красивое. В общем, семья... Какой сад? Видишь, Roof Garden. Это вот сверху. Гарден. Вот. Я наверх в Гарден не хочу, да. Я хочу вон тот проход посмотреть. Так, my family. Что пишут? Вы уже закончили? Сейчас напишу. Да, можешь сфоткать меня. Давай сфоткай, а то она очень переживает, что ты ни жив, ни здоров. Где там, ё-моё, Что, как жив и здоров? фотоаппарат? Давай. Стой. Все. На заднем фоне, вон, смотрите, какой красивый фонарик. Макс сильный, здоровый. Готово.
Что сказать, что ты Сигма? Макс полон сил. А в данный момент мы приехали на метро назад. И сейчас в течение часа, я думаю, вернемся в номер. Нам еще что-нибудь надо купить, перекусить, потому что мы очень голодные. Я думаю, можно перекусить тоже на премьере. Надо же хоть немножко еды. Нет, Максик, Нет? я не хочу есть на премьере. Я хочу тупо вырубить камеру, выдохнуть и ничего не говоря, просто покушать. Потому что, еда на камеру – это тоже работа. Ну ладно. Если вот зрителям кажется, ну что там, зашел в ресторан, сиди, чавкой снимай. Почему ж вы так не делаете? Вам же ресторан окупится. Потому что любая съемка – это работа, это не отдых. А я хочу, Макс, вот именно насладиться вот этим вот кайфом. А ну да, ты же весь день не ел. Это я шоколадку весь день ел. Все, 0 вопросов. Все понятно, да? Ты принял мою позицию. Да. Я надеюсь, зрители Я не тоже. представляю, как ты сейчас кайфанешь просто. Вот именно, я хочу кайфануть. И я не хочу кайфовать со включенной камерой вот именно в этот момент. Я хочу прям отдаться весь кайфу. А, во-первых, я хочу очень холодной воды, несмотря на то, что я только что больше, чем пол-литра выпил. Во рту у меня все еще пересохшее. У меня явное обезвоживание. Во рту жутко горько и песок между зубов. А во-вторых, ну реально, я не испытываю тех ощущений кайфа, когда с камерой. Да, у тебя песок, а я сегодня весь день во рту кусочек арахиса нахожу. У тебя что там, зубы дырявые? Нет, просто где-то за щекой спрятался. Нифига себе, у тебя щеки как у хомяка. Ага. О, к сожалению, здесь мы не знаем, как пройти в этот лакшери район, поэтому пойдем по знакомому нам пути. Если б я тогда... Подожди. нас не завел- Напоминаю, вот это не Макао, это Джухай. Да, теперь можешь. Да, если б я тогда нас не завел, мы бы тот район не нашли. Я у Макса тренировал географическую память. Показал на карте, куда идти, махнул рукой. Смотри, И- что ты мне не показывал? Не Максим, показывал? идите с карты. Вы хоть Нет, подожди, я ж тебе сказал, куда ехать Ты идти. сказал, куда идти, но Ну не и на сказал, карте куда идти. показал. Вы сразу не в ту сторону пошли. Ну, в общем, ну как не туда-то? Вы вот до сюда дошли. Ну да. Макс, ты плохо помнишь. Мы же должны были пойти. Мы из отеля дошли вот до сюда, и дальше они не поняли, идти туда или сюда, или куда. В общем, и пошли вот как раз нашли тот райончик, да. Ну да, нам-то вообще нужно было туда идти. Ну, ничего нам не Ладно, ладно. показывало. Подожди, это же не та ситуация. Мы же тогда не в метро шли. Вам нужно было до Мы тогда отеля шли идти. до руин вообще. До руин даже. Ох, нифига себе. Ну, да. Трущики как бы. Мы решили, что интереснее идти по путям, где мы еще не ходили. И поэтому решили не выходить на главную дорогу. Оказывается, я неправильно помню. Ну и поэтому мы сделали небольшой крюк вокруг всего острова, ну и попали куда надо. Ну, на самом деле, небольшой крюк, почти дошли вот до этой вот телевышки. Мы вот так Лисбо. Я просто помню, мы хотели ориентироваться за счет Лисбо. А Лисбо нигде видно не было, потому что там дома рядом стояли. А потом мы уходим такие сюда, такие, а когда мы его обошли с другой стороны? И просто такие в шоке. Ну, пошли туда наверх, наверное. Нужно теперь как-то обратно возвращаться. Не Блин, обратно, Макс, еще ты напомнил, что там наверх идти. А-а-а. Да, это же все на горе там. Ну, уже обещали, ладно. Вот здесь интересное местечко, но я не знаю, что это. Мы мимо него уже проходили. Есть несколько повозочек, рикш, и большая длинная лодка для празднования Дня драконьих лодок. Я думаю, это либо музей, либо что-то такое, но я ни разу не видел ее, это место открытым, чтобы туда можно было пройти посмотреть. Да, Макс тогда действительно искал. Макс с Женькой искали руины, а нашли элитный район Макао. Напомню, мы сегодня здесь были. Да, вот это папин любимый дом. Да, это папин любимый дом.
Который он тогда прошел, даже не заметил. Это один раз, потому что с вами, и вы тогда это обсуждали, куда идти. Я вам рассказывал, что вон этот храм древний. Ну и да, не повернул голову. Сегодня вы наслушались уже шумов нашей болтовни. Здесь не нужно перекрикивать музыку. Здесь тихо и спокойно. Смотри, вон паломник пришел, но храм оказался закрытым, поэтому он молится через стену. Ага. Не, не шучу, он видел? Да, видел. Не, думаю, это дедушка просто гулял, подходил в храм и решил помолиться. Ну, потому что, ну, логично, что сейчас храм закрыт. Ну да. Логично. Но здесь вообще вот пусто. Мы да кошка бегает. Кошка. А там сейчас прямо будет собачья площадка. Да. Вот А здесь мы тоже что-то не поняли. Мы думали, что это, как оно сказать-то, фудстрит, но тут почему-то было пусто, так же, как и сейчас. Может быть, это когда-то фудстритом и было. Сейчас все огорожено и какие-то фонари установлены. Ну, Барара Китчен, вот поэтому мы решили, что это фудстрит. И вот к той инсталляции драконьих лодок и рикш. Вот они нарисованы как раз. О, тут что-то написано. Peace. Макс, прочитай, что тут написано, я не могу. И happiness. Посередине. Prosperity. Я не знаю, что такое prosperity. Я тоже. А вот это ловят масло из Канализация. моллюсков. Как его? Я не знаю, как его по-русски. Устричный соус. Да, устричный соус. Масло. Не совсем, знаешь, такой густой такой. Густой черный. Черный, да. Устричный Он как соус. вообще, устриц делается. Ну, говорят, но я не знаю. Просто Видишь, как Макс, раз устриц вот этот. ты абсолютно правильно помнишь насчет выгула собак. Вот, пожалуйста. Много собачек, кошечек. Они здесь могут качаться на качельках, лапы чистить и грызть кости. Так и называется дог-парк. Дог-парк. Но собачек здесь нет, есть кошечки. По-русски понимает? Кис-кис-кис-кис-кис. Кис-кис-кис. Не понимает. Она на кантонском только. А как на кантонском мяукать? Вообще без понятия. Я и на китайском недавно только от Майи узнал. А как Она на просто мяу. путунхуа? Я не знаю. Я таким не занимаюсь. С кошками не разговариваешь? Не сильно. Майя у нас очень любит животных. Иногда даже в не приют, а как это называется, отель для животных у нас, да, возле дома. Да. Ходит туда, ей разрешают А что, на всех собачек, в кошечек Гардене, да? гладить. Да, всех собачек Огарда не знает, все хозяева собачек ее знают. У нас есть знакомые, с Леной работают. У них собачка. Как ее зовут? Сафадиньо. Сафадиньо. Как в переводе на русский? Непослушный. Это, кстати, португальский. Сафадиньо это по-португальски? Да. А он португалец, что ли? Он бразилец. В общем, Майя периодически выгуливает ее. Столько счастья. Эта собачка уже знает, как у нас дома пахнет. Я только не знаю, почему. Знает, как мы все пахнем. Поэтому, хоть мы с ней и не гуляем, когда нас чует, почему-то тоже бежит. К другим не бежит, но хозяева говорят, что она так на нас только реагирует. Ну, а на Майку она вообще... Ну, это как... Мы с Костей и Майей пошли гулять. Там были собачки. Я такой, о, Майя, можешь идти с собачками поиграть.
И она убежала. И оставила нас с Костей вдвоем. Ой, вы бедненькие такие. Вы специально Майю послали, чтобы она с собачками Костя играла. вообще не ожидал. Он думал, что я просто над ней шучу, а реально сработало. Ну, а я знал, что... Ах ты засранец, избавился от сестры Нет, это таким было не так. Потом способом. она пришла, и мы играли вместе в теннис. Втроем, что ли? Нет, я ушел, потому что Костя не разнес. Ага. А Майя как играет в теннис? Майя? Ну, как играет? Ну, по шарику попадает? Ну, попадает, да. Не буду сильно ее опускать, но... Ну, давай, скажи так. Лучше Кости. Костя все равно не увидит. Конечно, Не... нет. Костя учился 2 года. Он знает, как крученый подавать. Просто в чем прикол? Я когда с Костей играю в пинг-понг, я могу его выиграть в случае, если плохая ракетка. У него. Потому что вообще у обоих плохая ракетка. То есть на одинаковых условиях, если у нас одинаково плохая ракетка, я могу его выиграть, потому что он не приспособлен играть без кручения. А, Вот. Без кручения я его выигрываю. А с кручением, вот так как он знает технику, он может крученые подавать, Мгм. и я их отбить просто физически не могу. Ну и вот так вот. Чё, Максик? Давай обгоним туриста. Вы не представляете, какой я сейчас боль испытываю. Что? Это не я сказал, это он сказал. Ну, это... Ты думал, что это я только что сказал? Так, в общем, я иду уже на раскоряку, мне нечего стыдиться. Тут меня никто не видит, кроме 2 человек и кучи видеокамер, конечно. Фу. Джардин де Конг. Здесь живет Кинг-Конг, в общем, написано. Нафига мы пообещали показать этот лакшери район? Уважаемые зрители, лайк не забудьте поставить. Пик Виктория пешком, да, круто. Мне кажется, примерно такая же дорога. Может быть. Какой тут угол наклона? Градусов 20, наверное, да? 15. А можем посмотреть примерно. Вот смотрите. Выравниваю уровень. Ну, смотри, ты сделай 45, а потом посмотри, какая разница от 45. Вот такой наклон, короче. Вот сейчас стоит уровень. Да, уровень. Вот такой наклон. Нет, ладно, градусов 10. Это просто у меня очень болят булки. Не булки, а междуножье. Что, по-моему, мы так по плоской не шли. Так быстро, потому что я хочу срочно подняться. Это единственный крутой подъем. А дальше спускаться. Иначе, если я пойду потихоньку, я заплачу. Вот так вот. Я же раздвинул ноги. Ты посмотри, как я иду. На раскорячку, мило тебе, чтобы не терлись. Делаю большие шаги. Сколько я вчера говорил? У нас максимальная скорость была 36 км в час, да? Когда GPS глючил, неправильно нас определял, мы со скоростью 36 км в час прыгали. Ура! Все, это наивысшая точка. Дальше сейчас на спуск пойдем. Почему мы это назвали лакшери районом? На самом деле здесь, если посмотрите, это все частные дома. Ну, конечно, здесь не только частные дома. Здесь еще есть частные кладбища, наверное. Сейчас мы прогуляемся, на них посмотрим. Так тихо сегодня еще нигде не было. Вон питьё холодное есть. Не, Макс, спасибо, я попил. Как бы я уже не умираю. Домики. Видеокамер здесь прибавилось немножко. Охраняют порядок.
Вот там охранник ходит, так же, как и в прошлый раз. Он, похоже, постоянно там ходит. Даже в этих элитных районах есть бесплатные тренажерные залы. Домики, домики, тишина и спокойствие. Неужто вот этот охранник реально там постоянно ходит? Я думаю, ему скучно, вот он ходит. Сидел бы, кроссворды разгадывал, как делают другие охранники. Ага. Ну ладно. Вот там на горе тоже что-то такое круто жилищное. Ривьера отель. И видно уже Лисбу. Можешь еще? Да? Идем. А что ты так остановился? Я же завязывал шнурок. Извини, я уже просто прям совсем плохо вижу тебя. Не понял, почему ты остановился. Ой, подожди, я хочу причалить к бережку. Дверь этого видеонаблюдения там у него. Там серверная вообще стоит. Так это не просто какой-то там охранник, это какой-то в кепочке, то есть совсем крутой охранник. Может, это вообще какой-нибудь, не знаю. Ему что-то там сказали по рации, наверное, сказали: останови вот этих вот лауваев, отбери у них камеру, надавай по башке. Ну, у нас же всегда первое, о чем мы думаем, самое плохое. Вот домик пустующий. Я сейчас, когда с китайцами переговоры веду, они через свой переводчик пишут. Их так сложно понимать вообще. И я очень внимательно читаю, потому что боюсь ошибиться и неправильно понять. Вот такие вот тут частные домики. Если посмотрите, там тройной свет, а не двойной. Прям, ну, очень все круто. Плотность населения. И да, при такой плотности населения иметь такой домик. Прям крутизна. Вот такого Макао не видел почти никто. Я не просматривал, перелистывал разные видеоролики, нигде на это не натолкнулся. Если посмотрите на количество видеокамер, они прям тут на каждые 50 метров вот стоят, охраняют вот то, что от нас справа, там где охранник. Я думаю, здесь что-то прям очень важное. Не удивлюсь, если губернатор Макао живет. Или это частная резиденция какого-нибудь очень богатого иностранца. Звонок. Ох, нифига. Посмотри, сколько там камер на сторожке за звонком. Штук 10 только на одном домике висит. И мы с вами вышли к морю. Это небольшой заливчик. Вот домик напротив. За колючей проволокой и высокими копьями. Автобусы здесь ходят. 16-й маршрут. Ну все, этот район показали. Главное, что мы вам не показали, это вот эту башню вблизи. Я тоже так думаю. Я видел Останкинскую башню с монорельса, и тогда она мне понравилась. Но если смотреть на нее снизу, не очень. То же самое Кантонской башни касается. Смотришь сбоку, цветная, переливающаяся. Подходишь, высоко голову задираешь, непонятно, что там такое. Даже издали не сильно привлекательно. Ну, главная фишка этой башни, которая спряталась за дерево, это то, что с нее можно прыгнуть вниз головой на веревочке. Все. Еще там можно походить По прозрачному стеклу. Ну там, короче, как? Там есть такая дорожка вокруг
башню. Ага, я понял, Там тебя стеклянная. прикрепляют, и ты можешь чуть ли не висеть над пробкой. А что, она не стеклянная еще при этом? Нет, не стеклянная. Мне почему-то помнится, что стеклянная. Вот какой-то бар, судя по виду, для иностранцев. Карри хаус? Ну ладно, карри хаус для иностранцев. Вы чё? Ну, блин, я решил показать эту красоту, а хозяин Им взял, реклама все не нужна. выключил. Им реклама не нужна, да. В прошлый раз, когда мы видели эту забегаловку, по-другому я теперь даже сказать не могу, во время рекламы забегаловки они свет выключили. Там сидело много иностранцев, именно поэтому я сказал для иностранцев. Это, судя по фонарикам, японский ресторан. Да. Табучи. Там еще сидит парочка. Оба пялятся в телефоны. Чё за свидания пошли? Во, красота! Только дорогу перебежать надо. Сейчас пропустим автобус и... Не, пойдем там по набережной. Красотища, красота. Издали посмотреть на нее в отражении моря еще. Тоже символ Макао. На купюрах размещена, насколько я помню. Ну и абсолютно на всех, как это называется-то, туристических проспектиках. Я не знаю, мне кажется, ее добавили на купюру и вот на всякие... Потому что больше нечего было. Макс, ты, блин, юморист. А что там на российских купюрах сейчас рисуют? Интересно. Раньше города были вроде, а теперь меняют нашу наличку российскую. Что-то другое хотят нарисовать. Но я не знаю, что. Видите эти страшные корни? Помните то супер крутое дерево? Вот это родственники. Это тоже... Как называется дерево? Фикус. Фикус, молодец. Что ты сказал? Фикус, молодец. Ну, в смысле, ты молодец, что вспомнил фикус. А ведь тогда ты весь день мучился, чтобы вспомнить. Да. А я, по-моему, так и не вспомнил, я где-то прочитал. А, да, там была табличка на дереве. Угу. Слышите, мажорчики гоняют на пердящих машинах. Причем вот на том мосту где-то. Ну да, там есть где разогнаться. У меня есть дома, а у меня даже не дома, у меня с собой в сумочке есть аспиринчик. Аспиринчик. Я кайфану, когда все пройдет. У меня болит то, что в России назвали матом. А что, аспиринчик это да, помогает? Аспиринчик от... Аспиринчик от головной боли? Не, аспиринчик на самом деле от любой боли. Нам здесь кольцо большое. Вы на нем будете проезжать на автобусе, если на автобусе. Хотя, может, ну, короче, некоторые маршруты автобусов вот по этому кольцу едут и потом куда-то туда. Так что, если будете садиться где-то там, чтобы уехать куда-то туда, вы вполне можете проехать вот по этому кольцу. А знаете, а вот эти здания, здесь, по-моему, было что-то крутое, их на реставрацию закрыли. В всяком случае, мне помнится, что какие-то... Не, гоню. Утеки вот там, в тех зданиях. Мы мимо них проходили с другой стороны только. Да, точно. Не здесь, извиняйте. И, Макс, мы еще, знаешь, что не показали? Там на горе 2 храма. Ну,
их тоже можно посмотреть. Ну что там, Помнишь? храмы, да, храмы. Да, помнишь, мы с тобой шли, не с тобой, а и с Ченейкиными тоже, искали наш отель, и как раз мимо всех этих храмов прошли. Не помню. Я столько храмов видел. Нет, там фишка в том, что такой европейский район, и там много-много ресторанов для европейцев. Не помнишь? Нет. Ну ладно. Еще один есть красивый район, который мы вам не показали. Он находится между вот этим вот Лисбоа и посадкой на метро. Находится он вот на этой горе. Почему мы вам его не покажем сегодня, даже если бы хотели? Я уже отвечал. В горку я подниматься больше не могу. Итак, у меня сегодня рекорд. Время 23 часа 10 минут, то есть мы в пути 11 часов 10 минут. Я ни разу не ходил. А сколько? 12 часов. О, извините, 13 часов. Там выхода нет, наверное. Да, по-моему, Это же детская площадка. Пойдем. Это Да, там картинг. Огромная детская площадка, но чаще всего не очень часто. Часто бывает, что детская площадка только с одним входом, чтобы ребенок не убежал, и родители лучше могли, сидя вот на этих лавочках, контролировать своих детей. Ну или чтобы с обратной стороны кто-нибудь не зашел, ребенка не схватил и не убежал. Ну, конечно, не все такие, но часто бывает. — 13 часов 10 минут, да. Мужик, не зевай. А то я тоже зазеваю. Так, наша задача сейчас, идя в сторону отеля, встретить 7-Eleven, и чтобы в нем было минимум 4 вкусных сэндвича. Тебе 2, мне 2. Или купить в одном сначала 2, а в другом еще В другом 2. тоже 2. Нет, все-таки здесь был второй выход. Парк инфантильных муниципалов. Ну, уже поняли, как все это происходило, если сегодня все посмотрели. Сначала развивался вот этот полуостров. Точнее, это был остров, потом его расширили до полуострова. А потом, когда здесь место вообще закончилось, а там не было возможности на тех островах строить казино, 2 острова соединили в один большой, насыпали между ними землю, и там понастроили казино, по которым мы с вами только что гуляли. Кстати, я вспомнил статистику, 70% местного населения работает прямо или косвенно связанное с казино. 70% обслуживают казино, круто. Да. Остальные 30% в Рыбаки. сфере туризма и несколько рыбаков. Да. Тоже красивый домик. Это мусорка. Пожалуйста, кидайте туда Батареи. батарейки. Да. А кто-то туда кинул сок, а не батарейку. Да, переработка опасных отходов батареи. Кажется, вот этот поворот к интересному местечку ведет. Нет, не этот. Этот поворот ведет в какой-то Lake View Garden.
Значит, следующий поворот в интересное местечко ведет. Если я вижу именно тот, который хотел бы вам показать, я наберу сил, стану снова на раскорячку, заберусь в гору, и мы там пройдемся, потому что нам все равно по пути. Единственное отличие здесь, Максик, ну смотри, Гранд Лисбоа там, да? А нам вот туда примерно. Нам не перед Гранд-Лисбоа, или мы не там? Я вообще не знаю. Да забей. Если я сейчас увижу поворотик нужный мне. Ой, какой сантик. Вот, красотулька. С елкой. Ой, снеговик, да. И это вход в обычный дом. А что, мы живем разве не рядом с предыдущим отелем? Предыдущий отель был через гору, а мы живем перед горой. Просто всегда думал, что я перед Лисбоа. Ну, в смысле, вот же Лисбоа. Да. Мы не за ним живем, мы вот там, сбоку от него. Не понимаешь? Ну, не сильно вообще. Я вообще что-то запутался. Да Мы ладно. же пришли оттуда. Так, давай посмотрим. Нет, это не тот поворот. С того поворота прям классно море видно, и вот те... Или тот? Не, пойдемте дальше. Не тот, наверное. Начинаем смотреть 7-Eleven во все глаза. Ага. Та-та-та-та-та-та. Ну вот, кстати, по пути за кадром я могу съесть треугольничек, но не так, чтобы показывать. Кто будет тебя Ой, слушать? кайф. Как я чавкаю и делаю так. Все сидят в телефонах. Никто не читает книжки. Вообще капец, как можно книжки читать? Мне интересно, для кого эти все газеты дают? Я не Ни одного знаю. человека с газетами не видел. Вот этот поворот. Пойдем сейчас вверх. Вот оттуда сверху видно вот ту красоту. Поэтому мы поднимаемся вверх и потом пойдем направо. Мы должны упереться прямо в какой-то еще один храм христианский, если я правильно помню все. Что там? Спокойной ночи, наши любимые. Сейчас. Мама, кстати, думает, что мы закончили похождение. Она подумала на фразу, что мы идем домой, что прохождение закончилось. Ленусик, маячок, спокойной ночи. Мы вас любим, целуем. Мы тут прям покорили Макао. Можно смело это сказать. Нет ни одного человека, который по Макао за один день прошел столько шагов. А если даже есть, то нет ни одного человека, который это может доказать физически. А мы можем. Мы молодцы, вы тоже. Любим, целуем, пока. Что, специально не пугаешь, да, что мы еще идем? Ну а зачем? Ну да, я думаю, она по твоей одышке идет. Ленусик, мы еще не пришли, мы идем. Скоро будем. Сейчас поднимаемся в гору, поэтому у меня одышка. Макс, ну какая разница, сейчас снимаем мы или нет? Ну, да. Она просто думает, что мы отдыхаем, но она же знает, что мы не в отеле. Мы вами гордимся. Вот, а я горжусь собой, что у меня есть еще немножко память. И вот мы с вами пришли к... Или это храм, или колледж, не помню. Но он тоже христианский. Это один из них. И там еще один другой. Но мы туда не пойдем. Отель, в котором мы жили, находится
предыдущие разы жили где-то вот там. И он в таком классном макашном стиле. Но я в те дни вообще не снимал. Поэтому вы его не увидите, даже не фотографировал. Но вот он прям для меня стиль Макао. Особенно вот эта вот плитка на стенках, которую мы с вами сегодня разглядывали поутру. В общем, тот мне отель понравился больше, но в этот приезд отель, который мы сняли, был дешевле. Цены прыгают вообще. Вот газеты, про которые ты говорил, которые не понимаешь для чего. Я на самом деле тоже не понимаю. Вот точно такие же трущобы, которые мы вам показывали днем. Сейчас вечером вообще ничего не разглядеть. Серо, грустно, ничего не видно. Вот еще один спуск вниз, но отсюда ничего не видно. Все за поворотом скрыто. В отель можно было прийти еще вот по этой дороге. Если по ней прямо идти, то прям туда подходили. Там тоже интересно, но много подобного мы сегодня вам уже показывали. Нет смысла ходить, показывать одно и то же. Можно считать, что мы Макао прошли. Сейчас выйдем на улицу, которая располагается возле главной елки города, и по ней покандыбаем домой в отель отдыхать. Надо только купить много воды, надо прям много воды купить и покушать любой гадости, лишь бы что-нибудь в желудке было, а не урчало. Но лучше, конечно, белок. Metal Fitness. Открыто с 27 до 0. Ой, с 7 часов до 0. То есть спортзал еще открыт. Обалдеть. Чилдрены недоступны. В смысле, чилдренам входить запрещен. Супермаркет. Конечно, ходили. И это на самом деле мы сократили, сильно сократили путь по сравнению с тем путем, не поднимаясь в гору, если. Вот еще один старый красивый дом. Это точно не храм, это какой-то чуть ли не армейский клуб, не помню. Сейчас Макс прочитает на вывеске, если там есть указатель. Не написано, да? Дом, там сверху. Театр это. Дом театра. Театро, дом. И на третьей ставне не вижу, что написано. Подниматься не будем, извините. Значит, это театр. Вот я уверен, что сейчас, когда мы здесь будем проходить, ты скажешь: вот это, помню здание. Это все я помню уже. Ну, мы первый раз, кстати, неправильно пошли. Мы навигатором воспользовались, а он нас заставил сначала подняться в горку, потом спуститься. А оказалось, что если идти по соседней улице, то выход прям
Вот прям был сразу. Мы сделали зря крюк, еще и поднявшись и спустившись. Давай, Макс, тут перебежим дорожку. О, вон крыска забежала в мусор. В большую зеленую? Да. Сейчас поймаем, съедим. Вот белок как раз. Опять Да. забежала. Киса. Это какой-то... Ну, это же бар. Ну вот, видишь, нет, нет, не Это пиво. кофе. Кофе-кейк. Кофейня. Такая симпатичная. Нет, я бар еще не потому, что в бар хочу, а потому что красиво оформлены здесь в основном кофейни и бары. Ресторанчики меньше, прям, ну вот, смотрите, вот это немножко оформлено, но намного, ну, к Рождеству как бы немножко украсили и все. Ну, а дешевые едальни, они, понятно, совсем. А вот вход в дом, не закрыта дверь. Ну нет, нет, нет. Ну это-то бар. Матча, саке, кофе, ти. Вот мы сейчас спустимся на дорогу, по которой мы пришли бы сюда, если бы не поднимались в гору. Ну или можно было вот где-нибудь вот так немножко подняться. Мы же заперлись почти опять на самый верх и вышли сюда. А та карта, по которой мы шли, нас вот отсюда вывела, представляете? То есть мы там прошли, поднялись за Гигулиной, загнулись и вот отсюда вышли и смотрим. Блин, мы только что же вот по этой улице ходили. Карта, ты что нас так снавигировала? Бывает иногда такое. А если не ошибаюсь, вот это вот справа Джолиби. Наш любимый филиппинский фастфуд. Джолиби нам уже должна приплачивать. Вообще, кто нам должны платить за рекламу на постоянной основе? Это, конечно же, Снеговик Мися-Пися и Джолиби. 7-Eleven. Сильно хвалят. Только когда мы в Гонконге попал. И на Филиппинах. Мы решили, что там порции готовятся не маленькие, даже не наесться самого головы. Не, Макс, больше всего мы рекламируем, когда на Филиппинах. А на Филиппинах, потому что на Филиппинах есть нечего. Там еда вся сладкая. Еды на Филиппинах, на мой взгляд, вкусной. Я уже начал влюбляться в эту сладкую еду много. Но она в такой антисанитарии приготовлена, что во многих забегаловках я ни детям, ни жене не рекомендую есть. Сам иногда ем. У нас есть видеоролик, где мы купили еду, сделанную из отходов. То есть кто-то поел в тарелках, это осталось, они все это сложили назад, перемешали и потом продали беднякам. Вот я такую еду ел. Видео есть на канале Denwas TV. Зачем? Вот куда-то вот сюда нас карта заставила подняться. И там мы вышли, где я вам только что показывал. Ну а вот главная елка, мы на самом деле здесь не третий раз, а четвертый. Мы отсюда начинали, потом пришли к ней, потом вышли возле нее и теперь снова пришли. Или мы сегодня переживем без треугольничков? Да ну что-то же съесть надо. Ну давай зайдем к филиппинцам, купим какую-нибудь фигню. Ага, печеньками. Я и так весь день шоколад. Ну что-нибудь нормально. О, ближайший 7-Eleven. Вот там за А мы углом. сейчас купили, по-моему, вчера сэндвичи. Так это же было вчера, сегодня новые привезли. Второй 7-Eleven вот там за углом. Мы вчера тоже все сэндвичи там скупили. Ну, видите, если сильно проблемно, ладно.
Нет, не проблемно. Ладно, пошли до 7-Eleven. Ну что, мы весь Макао прошли 500 лишних метров до 7-Eleven не пройдем. Действительно. Действительно. 500 лишних метров. Только если где-нибудь по пути встретим дешевый магазин, надо будет купить холодной воды тогда. Ага. Нет, холодной Кока-Колы. Да. Сладенькой, с пузыриками, вредненькой. Я ее выпью, у меня сахар в крови как поднимется, кофеин как меня взбодрит, и мы еще пройдем 12 часов. И сегодня сделаем 100 километров. Как ты к этому относишься? Сегодня мы не успеем. Сегодня, ну да, сегодня не За успеем. полчаса нужно еще 50 километров сделать. Даже больше. Ну, что? Сейчас я скажу, сколько мы прошли по моим шагам. Таким GPS как здесь? это Без GPS, без GPS, мам. Без GPS, Макс. У меня настроен мой рост, примерная длина шага, и мой термометр этот показывает достаточно точно. Чего? А как он длину твоего шага измерял? По росту. Ну, получается, у нас примерно шаг одного размера. Подожди, тут что-то не синхронизировалось. Да, мы сегодня здесь были. Но там нет 7-Eleven. Макс, слушай, фигня какая-то. Смотри, мы вышли в 10 часов. Начали. Сейчас 23 часа 30 минут. Правильно? Да. Значит, мы идем с 10 до 10, это уже 12. И еще 1,5 часа. 13,5 часов. Правильно? Да. Что мне показывает карта? Что мы идем 10 часов 27 минут. Ну, мы же не стояли где-то 3 часа. Нигде мы не стояли 3 часа. При том, что это только что синхронизировалось. Вот 55 тысяч и здесь 55 тысяч. Написано, что мы начали идти в 10 часов. Нет. Да, в 10 часов начали идти. Я ничего не понимаю. Почему 10 часов 27 минут? Ладно, я могу принять, что мы прошли 40 километров. На самом деле, судя по количеству шагов, да. Но почему мы идем только 10 часов 27 минут? Подождите, перегружу приложение. Может, оно что-то глюкануло? Или оно совсем математики не знает? Где-то же здесь дешевый магазин был. Нет? Ну, не здесь точно. Нет. 10 часов 28 минут. Макс! Мы точно... Это значимо для таких больших цифр. Что? Что это? Не могли мы где-то 3 часа сидеть? Есть нюанс. Эти часы в последнее время у меня начали глючить и не всегда считают шаги. То есть, реально, когда я бегаю по комнате очень ритмично, смотрю, например, пройдено 1000 шагов. Минут 5 бегаю, смотрю, пройдено 1020 шагов. Я такой, да ну нафиг, ну, видимо, у меня что-то с головой, я неправильно понимаю. Но вот здесь вот написано, что мы прошли 55 тысяч и шли всего лишь 10 часов 28 минут. Вывод. Это неправильно. Прошли 40 километров. Окей, давай считать, что мы идем со средней скоростью. Ладно, 5 километров в час мы не идем. Давай будем считать 4 километра в час. 4 километра в час умножить на 13 часов. Сколько будет? 52. 52 километра в час, если мы идем со скоростью 4 километра в час. 52 километра в час? Ой, 52 километра мы прошли. По такому подсчету, правильно? Да. А этот нам говорит, что мы прошли 55 шагов, 40 километров и где-то 3 часа пропадали. Макс, мне кажется, Да, если мы шли 3 часа не посчитала, как раз получается 12 километров, 40 плюс 12, как раз 52 получается километра. Макс, знаешь, что я думаю? Вот смотри, 73 километра с нормальным GPS, ну то есть там по GPS именно расстояние измерялось. За 15 часов мы прошли 73 километра. Ага.
Сейчас мы уже приближаемся к 14 часу. Да? Да. Значит, если мы еще 2 часа погуляем примерно, ну, мы побьем мой предыдущий рекорд, и ты побьешь его с первого такого раза. Такой... Нет, мы не собираемся этого делать, но мы хотим сказать, что сегодня мы прошли больше чем 55 тысяч шагов и шли не 10 часов 30 минут, а в данный момент мы уже идем 13 часов 30 минут. Круто. Мы еще круче, чем показывают эти часы. Можете как бы объяснить нам, почему так? Ну и я думаю, что часы надо менять на что-нибудь более современное. Этим часам 6 лет. Новые часы. У меня сейчас нет никого, кто работал бы в таких компаниях. А те, которые делают телефоны, у них часы, мягко говоря... То есть мне предлагали часы. Я посмотрел на их характеристики. Не хочу. Потому что я не хочу рассказывать о том, что мне самому, ну, вообще не нравится. Я могу сказать, ну, эти часики так себе. Нам туда. Но так как в данный момент я ищу часы именно себе, готов взять только хорошие. Да, часики-то сегодня подвели. Ну, даже 55 тысяч шагов, Макс, это прям крутяк. Я очень надеюсь, что 7-Eleven здесь круглосуточные. Мы снова возле этого отеля. Вот он. Первый раз вышли за ним. Второй раз вот там чуть дальше. Ну, а теперь третий раз мимо проходим. Это грузчики-то короткие. Все закрыто, вообще все закрыто уже. Не, обидно, что мы на самом деле не знаем, сколько сегодня прошли. Блин, нет. В часах у меня шагомер отключен, чтобы не жрать лишнюю энергию. Поэтому нет, с часами сравнить не могу. Ой, не в часах, в телефоне. Все, заговариваюсь. А как телефон считается? Если в кармане он нормально считается? Да. Считается же не мошок рукой вот так. А там... Вот, когда я увидел эту мусорку, я сказал, блин, я просто хотел, вам красивую не показал. Вот, кстати, дешевый супермаркет, но я не знаю, где. Где? Вон справа. Да. Ну, Макс, тут вон пешеходный переход. Давай сейчас глянем. Закрыт? Ну вон, вход посередине, еще свет выключен. Точно. Да. Это горит какой-то полицейский участок. А этот закрыт супермаркет. Да ладно. Шиканем. Если что, в 7-Eleven сейчас купим что-нибудь холодное, а не только. Вот арка. Мы мимо нее сегодня проходили, если не ошибаюсь. Или это мы со сферической камерой вчера проходили? Вчера. Нифига у меня в голове все перепуталось. Ну и вот сейчас мы выйдем на красиво освещенную мини-тренировочную зону. И сразу за ней 7-Eleven.
Я думаю, даже наши зрители, которые смотрят с самого начала до этого момента, на момента уже узнают местность. Макс, теперь ты понял, как мы прошли? Мы вот так, вот по этой улице прямо дошли до метро. А на обратном пути, когда пошли с метро, мы пошли вокруг горы, сделали огромный круг вокруг горы, потом снова поднялись в гору и спустились вот там. Да, вот там прямо мы там бутеры ели. Да. Вчера. А вот там супермаркет. Дешевый сан, да. Все, так что мы нашли дешевый супермаркет. Я вижу, там подсветочка еще горит, так что сейчас все возьмем и съедим, кайфанем. Очень надеемся, что вам понравилось. Давайте перед входом. Мне интересно, есть ли люди, которые с самого начала? Пишите в комментах. Очень, Вот прям очень, интересно. очень мало. Макс, еще раз задай вопрос, может не слышать. Да, если кто-то смотрит с самого начала, пишите в комментариях. Таких людей мало, и те, кто смотрят, точно не на премьере. Многие смотрят прям, я за тебе отвечу, за зрителей, мне уже писали. Максик, найди пока бутербродики. Ручкой можешь помахать, вдруг я вырублюсь от экстаза. Все, он уже ничего не слышит. Мне писали, что не могут в прямом во время премьеры посмотреть, поэтому смотрят потом в записи, ставя на паузы, внимательно разглядывая даже. Недавно один из стареньких зрителей пересмотрел несколько моих прохождений. Я знаю это по комментариям. Он прям по меткам времени куда-нибудь досмотрит, что-нибудь его заинтересует, то он об этом напишет. Поэтому да, есть немного людей, которые смотрят от самого начала до самого конца, а те, которые смотрят это не на премьере. Есть люди, которые приходят на премьеру, включают, смотрят какое-то время, а потом уходят, например, на работу или по каким-то делам. Возвращаются, а ролик, премьера у них продолжает. И те такие: о, ты все еще идешь? Тут со мной твой компьютер шел, мой с тобой компьютер шел. У Макса нет денег, поэтому сейчас надо ему помочь. Спасибо всем, кто досматривает до конца. Ну или хотя бы не выключает через секунду. Че, 4 штуки нашел? Сегодняшние. Да, сегодняшние? Ну, то есть им уже сутки в любом случае. 19 умножить на 4. Подожди, они 18 вообще. 18? А, это до 18. До 18 января. Так. 80 юаней надо. 80 под так. Питье берем в другом, да? Да. Давайте вот. Ультрамариновский. Шарик. Что? Шарик баскетбольный. У меня руки заняты. Хорошо, я потом подам. Да, что это я тебе пихаю? Ну, на самом деле не 80, а 76, да. Вот наше питание, 76 юаней, 4 вот таких сэндвича. Мы почти наедаемся. Максик, отойди немножко. А вот смотри, свежий сок по распродаже за 11 юаней за одну. А у них были тоже по скидке за 4. Но мне кажется, это лучше 19. А вон 7 кофе, вот это за 2 юаня, спроси, что такое. Это плюс 2 юаня с набором. На, держи, Мак, денежки. Ой, возможно, на вас дул ветер, вы ничего сейчас не слышали. Надеюсь, нормалек, да, 76 юаней. Мы правильно посчитали, по 19 юаней штука. По 19 под так. Макс все-таки спросил, что там про 2 юаня. Если что-то купишь, она говорит, за 2 юаня такую. Держи сдачу. Сейчас я Нам дали 20 под так ультрамаринового банка. Сейчас, Макс, я тебе помогу. Подожди секундочку. Уберу по таку. А еще мы иногда едим вот такие вот кальби, да, производитель пиццы, не пиццы, а чипсы со вкусом пиццы. Ёшкин макарек, как я торможу. Давай, раз. Давай, 2. Ой, сейчас будет кайфец. Давай, 3. Но, как я и говорил, мы это оставим за кадром. Я хочу лечь на койку
И прямо, подожди, еще вот эту вот надо штуку закрыть. И прямо протащиться. Макс. Дальше. Идем направо. Да, я думаю, если здесь открыто, нужно здесь брать, потому что у нас рядом дома, скорее всего. Да, возле дома там такая забегаловка семейная. Мужчина с женщиной сидят, наверное, муж с женой. Вот открыто. Вот здесь мы вчера воду покупали за сколько? За 6, за 7, за 6. Воды у нас хватит назад. Нет, воды не хватит, я сегодня выпью много, поэтому холодненькой водички тоже надо. Но сейчас я хочу... Нет, я не хочу колу, я хочу Gatorade. Макс, будешь? Gatorade, кстати, здесь Gatorade должен быть другого вкуса. Вот, Gatorade, мой Gatorade. Или это китайский? 14. Я не знаю, здесь написано по-английски Gatorade. Блин, 30 потак. Да, кола дешевле, на 5 потак каждая. Давай колу. Еще одну. Нет, бери большую колу. Есть большая кола? Вон снизу большая кола. Нагнись, пожалуйста, возьми большую колу. Сейчас я вот это вот, этот напиток... Сколько большой литр? 2 литра. 2 литра. У нас завтра еще. А у нас Это. холодильника нет. Мы сегодня ее выпьем, а потом теплую допьем. Hello. Yes. Так, сколько получилось? 14 плюс 21, 35. 35, 40. А хотя, что она спрашивает? No back. А, на бэк спросила. Я вообще уже ничего не понимаю. Петь потак. Так, это Макс сейчас Ой, это соберет. кола откуда? Это кола. Thank you. Это оригинал вкус. Давай, пап, съесть. Кола с кофеином. Вообще кайфец. Так, ну как-нибудь так. Да, Что там? Ничего не ничего не раздавится. Да. Единственное, может открыться этот, и все, капец. Извините, я временно прощаюсь с вами. Если вдруг уже не вернусь, значит, копыта отбросил от кайфа. Будешь? Да, ну ты пей. Ну на, Давай, вот. попробуем. Что надо? Ну немножко отличается, как будто бы. Пошли покажем твоих куриц. Мы пошли. Нас туда смотрели до этого, вы заслужили. Да, мы сказали, что куриц не покажем, потому что мы торопимся. Но так как реально 14 час заканчивается, да, вы заслужили. На 14 час ты не поставил. Ты говоришь, как ты в нас не веришь. Поставил? Это место Бухалово. Тут бухают абсолютно все. И филиппинки, и филиппинцы пьют соджу. Как называется корейская водка? Соджик. Не знаю, нашел кого спросить. А, ну да. Что они тут? Пиво. Женщины видел вот там какой-то лайт, видимо, блюдят фигуру. Ну, в общем, это улица из утренней и дневной улочки для спорта превращается в бар. Фу. Чем мы только что обещали показать? Курочек. 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 Как же к ним подойти-то? Курочкам этим. Курочки. Их не видно сейчас, извините. Ну там еще стена будет. Да, дальше будет еще одна стена с курочками. А если говорить про саблезубого тигра страшного, то он там, кажется. А курочки должны быть здесь. Как хорошо, что
что я сегодня весь день без 2-литровой колы ходил. Да, я тебе говорил, что нельзя ничего тяжелого с собой брать. Вот, еще курочки. Ну не милашки ли, снизу такие цыпы. Тут дом, самострой явно, на одной крыше другой построили. А здесь, посмотрите, это папа петух, у него под глазами синяки. Я так понимаю, он прячется от... он выглядывает в окно, гуляют ли их цыплята, и думает, да чтоб они там подольше гуляли. Я устал от них, столько много, чирикает. Нет, это что-то другое означает, но вот я сейчас уставший это прочитал. Что ты увидел? Я не знаю. Курица убежала, глазками смотрит, чтобы ее не съели. Они, возможно, в прятки играют. Может быть. То есть, видите, там цыплята ищут, ой-ой-ой, где они? А тут спрятался. В общем, интерпретацию свою можете написать в комментариях. Здесь у нас тигр. А это кто такой? Это, я не знаю, из глаз огонь, может быть. А это кто-то на него нападает страшный, саблезубый. Что, совсем тяжело, да? Да? Нет, стукнет дальше. Тебя назад, потому что клонит. Что-то у меня камера вниз смотрит, тоже устала. Вот магазин закрылся. Да. Вот сюда мы ходили в дешевый магазин вчера. Он уже закрыт. И нам, значит, надо... Так, вон зато еще дешевый есть. Маркет 17 тоже недорогой. Уже все купили. Да, нам больше ничего не нужно. Сейчас, подожди, я сориентируюсь, где лучше пройти. Вот здесь, возле бабушки, наверное. Которая... нет. Да, вот там бабушка орала. Да. Где пойдем, сверху или снизу? Не знаю, веди. Давайте еще туда прогуляемся. Красиво разрисованные страшные здания. Филиппинская кухня. Вот это блюдо, по-моему, мы ели на Филиппинах. Макс, осторожно. Сюда перебегай, нам сюда. Вверх мы подниматься уже не будем. Там, вы смотрите, как высоко еще. Поэтому пойдем вниз. Ох, ё-моё! Ну что, ты посмотри, какие ступеньки. Опасно ли здесь ходить? Думаю, нет. Макао же это все-таки почти Китай. А в Китае? Да, я как мать перепуганная может машину перевернуть, когда та летит на ее ребенка. Так и я. И на самом деле я в Китае вот по таким бибеням ходить вообще без проблем, думаю, в Макао тоже. Ну, хотя нет, Гонконг, например, чуть поопаснее. Писец. Не туда немножко зашли. Я очень боялся, что это тупиковая улица. Ладно.
Я же только что Гатарейда выпил, мне сейчас соли восстановятся. Судя по всему, в этом тупике находится какая-то дешевая ночлежка. Посмотрите, сколько туристов с чемоданами туда идут. Это у нас лакшери отель. Тут везде тупики. Макс, я больше вверх подняться не смогу, поэтому спускаемся вниз и просто обходим. Я просто очень хотел сократить путь. А, вон еще один спуск есть. Ладно, здесь не очень далеко. Но это уже будет не сокращение пути, мы сейчас уже мимо пройдем нашего отеля. Что, здесь проверим, есть ли выход? Ну, как хочешь. Нет. Вот здесь точно есть выход. Я боюсь, что сейчас мы выйдем, знаешь, на какую улицу? На улицу с магазинами от филиппинцев. Ага. Это не филиппинские? А, вот он. Вот. Это первый филиппинский магазин. Вот другой филиппинский магазин. Вот он. На. Писец. Ну ладно. Сегодня вы видели эту улочку уже. Давай подведем итоги. Потому что улочку-то все равно уже видели. Отсюда мы точно знаем, как дойти. Первое, Макс, подтягивайся, чтобы тебя было видно. Первое, чего мы достигли, мы прошли 14 километров, останавливаясь всего лишь 2 раза. 14 часов для того, чтобы пройти уйву кучу километров, мы не знаем сколько. Останавливаясь, присаживаясь всего лишь 2 раза, когда ехали в метро. По моим прикидкам, мы должны пройти минимум 50 километров. Максимум, конечно, побольше. Также мы вам рассказали о Макао все, что знали сами, и все, что изучили для вас за последние дни, готовясь к этому прохождению. Мы вам показали Макао днем, мы показали его вечером. Теперь мы показываем его ночью. Если вы думаете, что в Макао осталось что-то, чего вы не посмотрели за сегодняшнюю трансляцию, да, осталось. Мы не доехали до Черного пляжа. Но там не настолько интересно, как вот это вот все, что мы вам показывали. И, конечно же, в разных закоулочках спрятались интересные места. Так что, если хотите приехать в Макао, вы не думайте, что здесь ничего другого не увидите. Но и не забывайте, когда вы смотрите видео, это одно. И я встречаюсь со зрителями, которые смотрели видео про Гуанчжоу, про Фошань, и потом проводил их по этим местам, и они говорят: блин, на видео это совершенно по-другому смотрится, а мы думали, вот это не так. А потом начинаешь разговаривать, вроде как знают все наши видеоролики, но часть информации, конечно же, не усваивается, очень много информации, и они такие в недоумении: чё, серьезно, это же вообще капец, круть. Так что приезжайте, посмотрите. Макао безвизовая, для россиян 30 дней. Гонконг безвизовый, для россиян 2 недели. Китай безвизовый, для россиян 30 дней. Но это не значит, что вы всего лишь можете приехать и на 30 дней остаться. Можете приехать в Китай на 30 дней, если вам уж прям так хочется и времени не хватает. А потом выехать в Макао, снова заехать в Китай. И вот... Пожалуйста, мы могли там сократить. Я решил выйти на центральную улицу, потому что здесь уже все ровно и хорошо, и я точно не заблужусь. И снова заехать. И так хоть весь год, пока в какой-нибудь этап, в очередной въезд вам не скажут: слушайте, валите уже из Китая, мы вас больше не пустим. Такое, да, может случиться, если вы будете злоупотреблять. Мы рассказали вам, что Макао — это самая высокая плотность населения в мире.
Макао – это высочайший ВВП на душу населения. Один из. Но я же не сказал самый высокий, а высочайший. Можно так говорить. Макао – это территория 33 квадратных километра, по которой можно гулять. Вот мы сегодня 14 часов гуляли и все еще не все посмотрели, не все вам показали. То есть гулять можно намного дольше. А если вы приезжаете еще... Вот видите? Вот. Ага, не видите, я уже не могу попасть. Я реально не могу попасть. Вот эти вот палочки, держащие какую-то, это показатель, что там наш отель. Но мы зайдем через другой вход. Макао это что? Это казино, это огромное количество охраняемых ЮНЕСКО зданий и вообще объектов. Макао это специальная административная зона Китая. Но вот после сегодняшней прогулки я, наверное, долго сюда не захочу. Ты? Я тоже, наверное. По многим причинам. Во-первых, потому что мы все обновили в голове, посмотрели. Ну, а после Рождества здесь все разберут, и будет уже не так красиво, не так празднично. И... Ну, в общем, немножко отдохнем от Макао. У нас впереди много интересного. Надеюсь, у вас тоже. Макс, что ты там говорил, я на 14 часов не поставил? Так, значит. Выполнено, выключено. Да, только что сработал будильник, что мы в пути 14 часов. Время 0 часов 0 минут. Следующие сутки наступили. Мы 14 часов практически без остановки гуляли. Прошли много километров. И я не буду уточнять сколько, потому что наши часики глюканули. Наше приложение потеряло где-то 3 часа наших путешествий. Что ж, увидимся в следующих видеороликах. Пока. Пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и если вы захотите, мы с вами съездим на север Китая. Тут даже дверь уже закрыли. Пуш-пул. Мы кушать и отдыхать. Спасибо, что были с нами.